Неуверенный ребенок. Какой он? Тихая речь, робость, нерешительность, навязчивые страхи и действия. Малыш грызет ногти, крутит волосы, теребит одежду. У него сложности в общении с людьми. Все это картина неуверенного в себе ребенка. Приходилось вам встречать таких детей? Может быть, вы сами были таким в детстве? Неуверенность ребенка, как правило, складывается из двух факторов – генетической предрасположенности и воспитания. Например, малыш от рождения обладает чрезмерной чувствительностью, гиперчувствительностью, но его это качество не было правильно понято и обработано. Мама и папа просто не знали, что с таким ребенком делать. Например, ребенок боится воды, он долго стоит на берегу, он не заходит в речку или в море. Что делают решительные, энергичные родители? Да, просто бросить его, толкнуть его в воду, пусть привыкает. Или малыш смущается, он говорит тихо, не смотрит в глаза, а взрослый серьезно просит: подними голову, в глаза мне смотри, когда разговариваешь. Или малыш грызет ногти. Руки убери изо рта, очень вкусно, да? Вот таким вот образом на врожденную гиперчувствительность накладываются ошибки в воспитании. И появляются комплексы. Преодолеть последствия такого неуверенного состояния очень сложно, но необходимо. Уверенность в себе – один из признаков жизненной успешности. Он свидетельствует о том, что человек знает себе цену, отвечает за свои действия, готов браться за сложные задачи и справляться с ними. Неуверенного ребенка можно распознать по следующим признакам. Первое – невнятная речь. Второе – неуверенная поза. Третье – страх смотреть в глаза. Четвертое – навязчивые действия. Ребенок грызет ногти, крутит волосы, теребит одежду, переминается на одном месте. Пятое. Старается не говорить с другими или всегда отвечает «не знаю», даже на те вопросы, по тем темам, в которых хорошо разбирается. Шестое. Ребенок подозревает других в том, что они смеются, подшучивают над ним, перешептываются за его спиной. Седьмое. Он может быть очень агрессивным и даже терять контроль над собой. Восьмое. Он много раз перепроверяет задания и собственные ответы. Он боится допустить ошибку. Девятое. Ребенок старается не участвовать в играх и активностях с другими детьми, особенно в тех случаях, где правила ему неизвестны. Десятое. У ребенка, как правило, очень много страхов. 11. Ребенок избегает трудностей и сложностей, заранее боится провала. 12. Любое новое дело вызывает у ребенка панику, страх, испуг и отказ. 13. Ребенок часто не имеет собственного мнения или быстро меняет его под воздействием других людей. 14. Ребенку сложно сходиться с новыми людьми. Он неуклюж, совершает много суетливых действий, движений руками. У него скудная мимика, но много движений телом. И последнее. Ребенок не любит быть в компаниях. Старается проводить все свое время в одиночестве, за какими-то одиночными играми и занятиями. Да, к сожалению, неуверенность встречается у огромного количества детей. Давайте разберемся, а в чем же причина неуверенности? Чем раньше мы поймем, что ребенок страдает от неуверенности в себе, тем легче будет в итоге решить проблему. Нам, как родителям, важно знать ряд симптомов и причин этой особенности. Первый симптом – эмоциональная дезадаптация. Если вы наблюдаете эмоциональную нестабильность, агрессию, робость, чрезмерную потребность в любви и внимании, навязчивость, это может быть симптомом неуверенности. Второй симптом – сложности с личной гигиеной. Если ребенок чрезмерно зависит от своих родителей в вопросах гигиены, он может
демонстрировать даже какие-то неадекватные формы поведения. Так, например, я встречала первоклассников в школе, которые просили классного руководителя, учителя или воспитателя помочь ему сходить в туалет, потому что сами не могли справиться. Конечно, причиной такой особенности является чрезмерная опека родителей. Третий симптом – неадекватное моторное развитие, когда двигательные навыки развиваются не по графику, они немного задержаны. Да? Есть проблемы с крупной, мелкой моторикой у ребенка. Четвертый симптом – слабое здоровье и плохой сон. Сбалансированное питание и сон являются основными составляющими для развития любого ребенка. Если у ребенка есть проблемы с засыпанием, случается бессонница, кошмары, потеря аппетита, рвота, это может быть признаком гиперчувствительности. Пятый симптом – изменчивое поведение и плохая концентрация. Вы замечаете у ребенка резкие перепады настроения, поведение нестабильно. Во время игры, например, он может резко потерять интерес. Все это может являться признаком неуверенности. Шестой симптом – изоляция и социальные неудачи. У ребенка с низкими коммуникативными навыками, которые не умеют устанавливать и поддерживать контакт, быстро развивается неуверенность в себе. Отношения в детском коллективе, в детском саду или в школе, например, они редко бывают идеальными. Дети могут быть, к сожалению, жестокими, равнодушными и даже насмешливыми. И плохие отношения в коллективе только закрепляют какие-то патологические черты личности. Все эти особенности надо знать, их надо замечать и заниматься их коррекцией. Как только у вас есть понимание ситуации, и вы удостоверились в том, что ваш ребенок страдает от неуверенности в себе, наступает время понять его, помочь ему, принять его особенности и постепенно переориентировать и свое поведение, и его поведение. И первое, что вам нужно сделать, это сохранять спокойствие. Дети получают огромное количество стимулов, как позитивных, так и негативных, в течение всего своего детства. Они проходят через разные стадии неуверенности в себе. Это нормально. Мы должны иметь в виду, что их физиологическое и психологическое развитие находится в процессе формирования. Многое можно довольно быстро исправить, и некоторые проблемы не должны вызывать слишком большого беспокойства. Так что сохраняйте спокойствие. Самый большой союзник для нас – это эмпатия. Особенно, когда дело доходит до понимания неуверенного в себе ребенка. Постарайтесь вспомнить, каким вы были ребенком, что вас пугало, что вам нравилось, а что не нравилось, как вы видели мир, что вы хотели услышать от своих родителей, какие слова поддержки ждали от них. По большому счету, ваша любовь, принятие и эмпатия – вот те три кита, на которых зиждется уверенность в себе вашего ребенка. Дорогие друзья, о том, как помочь ребенку стать уверенней, советы родителей, 8 конкретных действенных способов я буду рассказывать в одном из своих следующих видео. Подписывайтесь на мой канал, следите за новинками и до новых встреч!